И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 6 марта, а мы с вами пытаемся дальше разбираться в событиях, перипетиях войны, которая сейчас идет на Украине. И сегодня я хочу обратить внимание на два очень интересных эпизода. Первый эпизод произошел в Мариуполе, второй в Николаевской области в районе Вознесенска. Для начала Вознесенск. Как вы помните, я обещал разобраться в ситуации и рассказать, как все там было и чем все это закончилось. Судя по той информации, которую я собрал, в Вознесенске была контратака ВСУ. В данной контратаке принимал участие танковый батальон ВСУ, но это по данным губернатора Николаевской области Кима, который был поддержан местной территориальной обороной. В результате боя российские войска, российские заслоны из Вознесенска были выбиты. На видео, которое выложили далее после боя уже местные жители, есть подбитый российский танк, 2 БТРа и 3 или 4 машины. То есть очень похоже, что в Вознесенске заслон был довольно-таки слабый, и танковый батальон, поддержанный местной теробороной, отбросил его от города. И очень похоже, что это и есть тот самый контрудар ВСУ, который анонсировало руководство страны. На самом деле в Вознесенске, возможно, переправа здесь российских войск очень сильно испугала официальный Киев. Именно сюда были брошены значительные подкрепления с севера. Кроме уже упомянутого танкового батальона, я уже говорил 2 дня назад, что в Южноукраинске тоже появились значительные силы украинской мотопехоты, они заняли город. То есть можно говорить о том, что сюда было переброшено минимум 2 батальона. Причем один из них танковый. А еще именно по Николаевской области вчера и сегодня работала украинская авиация. Те самолеты, которые еще остались у Украины. Один украинский самолет был сбит вчера, 2 сегодня. То есть Киев всеми силами пытается предотвратить катастрофу на юге. И бросает сюда все, что только может. Я абсолютно уверен, что у вас уже возник вопрос, а почему же так происходит? При подавляющем превосходстве российской авиации в воздухе Украина может маневрировать своими бронетанковыми резервами, которые уклоняются от ударов российской авиации. И вот ответ на этот вопрос дает вторая сегодняшняя находка, которую сделали в Мариуполе. Вы знаете, ту находку, которую сегодня предоставили, нашли мы ее раньше, а сегодня предоставил Пушилин на очередном брифинге ноутбук, который имеет в режиме онлайн прямой доступ ко всем разведданным, которые собирают источники НАТО, это очень примечательный момент. Вы знаете, я давно задавался вопросом, каким образом значительной части украинской бронетехники удается уходить из-под ударов российской авиации. И вот этот ноутбук является на самом деле ответом на этот вопрос. Плюс тактика быстрых переходов, о которой я говорил позавчера, по-моему, либо позапозавчера, когда из района Харькова на юг был быстро переброшен танковый резерв. То есть стремительный марш от населенного пункта к населенному пункту, передышка и еще один бросок. А если в воздухе появляется авиация, а ее заметят разведчики НАТО, причем заметят очень и очень далеко, эти данные сразу сливаются в ВСУ, и оно предупреждает соответствующие подразделения, что они под угрозой. И они быстро скрываются в укрытии. А сделать так, как в Сирии, то есть постоянно контролировать воздушное пространство Украины при помощи истребительной штурмовой авиации, российское командование пока не рискует. Ввиду того, что система ПВО Украины пока окончательно не подавлена. В том числе и потому, что цель для нее подсвечивают американские системы наведения. Таким образом, президент Российской Федерации, когда говорил, что на территории Украины уже по сути НАТО развернула свою систему и в целом ВСУ уже интегрированы в систему НАТО, он был прав. На самом деле сегодня ВСУ полностью информационно интегрированы, и НАТО сегодня помогает ВСУ бороться с российской армией. И вот сегодняшняя находка в Мариуполе это подтверждает. И многое, кстати, объясняет. А еще я обратил внимание, что второй день российские войска на территории, которую они занимают, уничтожают мобильную сотовую связь. То есть уже приходит сообщение о том, что мобильная связь пропадает в Николаевской области, в Запорожской, Херсонской. И дело, скорее всего, здесь вот в чем. Вероятнее всего, ВСУ приняли на вооружение ту тактику, которую использовало ополчение ДНР, ЛНР на протяжении 15 и далее годов. Когда на занятой противником территории оставляются специальные группы, которые следят за противником и оперативно передают данные в центр. Ну и понятно, что проще всего для передачи данных использовать украинских мобильных операторов. Причем эта система была настолько эффективной на Донбассе, там правда была агломерация, да, что, например, украинские войска только выходят с места сосредоточения, а уже через 10 минут в штабе ДНР либо ЛНР об этом знают. Да, на территории Украины эта система работает, скорее всего, менее эффективно вследствие более разреженного населения, тем не менее, очевидно, она работает. И вот то, что сегодня в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях пропадает мобильная связь, я так понимаю, это связано именно с этим.
Ну и уже раз зашел вопрос о контроле над территорией, не могу не коснуться темы создания местных администраций. Честно говоря, я не понимаю, почему российское руководство не создает на территориях Херсонской, Запорожской и какой там сейчас еще, Николаевской частично области администраций. Ну потому что на самом деле, ну просто банально нужно организовывать тоже. Не военные же должны этим заниматься, раздавать гуманитарку. Опять же, постепенно нужно перенимать на себя функции коммунального руководства. Все это должны делать люди, которые, ну очевидно, не работают на противника. А нынешние все практически администрации, за редким исключением, сегодня работают на официальный Киев. И вот то, что я на сегодняшний день, 11-й день, пока не вижу никаких наметок на создание местных администраций, вот лично у меня вызывает вопросы. Потому что самое важное на любой войне – это время. Упущенное время – это потеря. Ну и в любом случае эту проблему рано или поздно все равно придется решать. Вот это то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Сводка уже подведения итогов сегодняшнего дня выйдет уже завтра. Поэтому на пока все. До свидания. Ну и надеюсь до завтра.